Смотрите в этом видео. Слушай, а ты не офигел на диване валяться? Лучше б полы помыл. Да как нефиг. Кот пришел знакомиться. Приветствую, друзья! Самый лучший дешевый робот-пылесос с AliExpress. Робот-пылесос моющий модели Xiaomi Mi G1. Сделаем обзор и тест и решим, действительно ли он самый лучший за свою цену. Цена у него на сегодня $147 49 центов. Экспресс-доставка, бесплатная по России, Европе и другим странам. Мне он пришел за 3 дня. Я сам пофигел. Сделаем так, я его распакую и сразу запущу в работу. Посмотрим, как качественно он пылесосит и моет. А потом уже подробно про технические характеристики, особенности управления и тому подобное. Поехали! Туда ее. Я в афиге, смотрите, какая красивая упаковка. Приятно, если кому-то в подарок, то вполне достойно все. Робот, в принципе, сразу готов к работе. Надо снять только пленки с инфракрасных датчиков на роботе и на самом зарядной станции. Извлечь 2 заглушки по краям робот-пылесоса. Установить и подключить зарядную станцию. Как настоящее животное, робот-пылесос будет жить у меня под диваном. Видите, тут даже специально когда-то для него розетку запланировал. Ой, смотрите, уже какая пылища. Это, кстати, всего лишь неделю не убирался. Ровно неделю назад я здесь все тщательно пропылесосил обычным пылесосом. Промыл шваброй, вот видите, уже шерсть. А знаете, от чего шерсть? Вот видите, мурло. Вот оно, мурло лежит, да. Мурло, кстати, больше, чем мое. Вот это от него шерсть. Подсоединяем разъем и в розетку. Внутри есть специальные штырьки, на которые наматывается лишний кабель, чтобы он не лежал у зарядки мотком и не мешал уборке. Перед первым запуском надо пылесос зарядить, загнав его на зарядную станцию. На корпусе пылесоса есть специальная кнопка, которой мы даем команду туда отправляться. Самый первый раз он долго прицеливается. В следующие разы он уже будет лихо и с первого раза вылетать на место. Начнем. Пол у нас не убирался неделю. Сказать, что он грязный, наверное, это ничего не сказать. Основную грязь, конечно, наносит вот этот вот товарищ. Тут и шерсть, и следы его после ванны. Ну и чего греха таить. И я иногда в обуви забегаю что-нибудь быстро взять. Давайте проверим его бумажной салфеткой чистой. Ну, вот видите, тут и волосы, и грязь. Давайте еще раз. О. Пылесос зарядился и готов к первой вылазке. В первый запуск пылесос знакомится с интерьером.
при этом пылесосе. Пока его маневры хаотичны, во всяком случае на первый взгляд. В следующие разы он будет ездить специальными зигзагами, и если на пути попадаются предметы интерьера или особенности планировки, то он их обкатывает с особой тщательностью. Кот пришел знакомиться. Не очень-то он и боится, хотя первый раз робота-пылесоса видит. Но кататься на нем явно не собирается. Видно, как он заметает щетками и метелками мусор себе в пылесборник, оставляя после себя чистый след. Особое внимание уделяет ножкам мебели, тщательно обметая вокруг них. Среди ног у него дезориентации нет. Почистив вокруг них, он успешно выходит на оперативный простор. Вдоль плинтусов проблем нет, щетки метут вплотную. А вот в углах он полностью не подметает метелками, но оставляет буквально мизерную неохваченную область. Без проблем находят выход в другие помещения. Начинает с увлечением уборку и там. Не забыл зарулить ванную и почистить разбросанный котом наполнитель лодка. Мелкие порожки он проскакивает с легкостью, практически их не замечая. По техническим характеристикам своей подвески пылесос может преодолевать пороги высотой до 17 мм. Почти в 2 сантиметра. У меня таких нет, но сейчас организуем. Нашелся деревянный брусок, на удивление толщиной ровно 17 мм. Да как нефиг. Другая сторона бруска высотой 2,5 сантиметра. Попробуем. А вот вам фиг. Но главное, что отлично справляется с заявленной высотой порожка. Дальше напрашивается вопрос, как он ведет себя на коврах. А ковров у меня нету, поэтому придется идти в гости туда, где есть ковры. Вот мы и дорвались до ковров. Первый заезд на довольно высокий рельефный ковер. У пылесоса есть функция включать турборежим при заезде на ковер. Если установлена фибра для мойки, то подача воды отключается, пока он работает на ковре. При съезде на пол робот-пылесос переходит в стандартный режим всасывания и включает функцию мойки. Функция мойки, но это довольно пафосное название. На самом деле под роботом-пылесосом закреплена тряпочка фибра, которая смачивается водой из резервуара и протирает пол. Тем не менее, функция не бесполезная, и результатов чистки пола достигает. Еще у пылесоса снизу есть 4 датчика высоты. Они позволяют ему убирать диван. То есть он подъезжает к краю и видит, что там высоко, и разворачивается, и едет пылесосить дальше. Ну, давайте попробуем. Продлите датчики падения и переместите робот-пылесос с функцией влажной уборки на новое место для запуска. Время уборки заняло 33 минуты. Убранная площадь 26,76 квадратных метров. Квартира общей площадью 29 квадратных метров. Понятно, минус площади шкафов, гардеробная, кухонные столы, холодильник, так и получается. Проверяем чистоту. Сравниваем салфетки до и после. Очень даже чисто. Давайте посмотрим, сколько мусора собрал за одну уборку. Это мусор, собранный в моей квартире. Сюда не входит мусор с ковров, который мы пылесосили в гостях. Ничего себе, полный контейнер. Это всего неделю не убиралась квартира. Объем контейнера 600 мл. Воду всю практически израсходовал. Это 200 мл. Фибра хорошо так запачкалась. Уже можно сделать выводы, но сначала не очень хорошие. Первый серьезный недостаток Xiaomi Mi G1 – очень неуверенно себя ведет на ворсистых коврах и мягких поверхностях типа дивана. Не хватает ему мощности всасывания в 2200 паскаль. Но не забываем, что имеем дело с самым бюджетным роботом-пылесосом Xiaomi. Также он на толстых коврах и диванах пробуксовывает и немного застревает. Но к его чести надо сказать, что всегда из застревания он выкручивается. Исключение составляло только край дивана. Полукруглый край не давал опоры колесам для маневра разворота. В
Второе. Конструкции моющей части не хватает возможности вплотную протирать у ножек мебели и вдоль плинтусов. Оставляет непромытую полоску около 10 сантиметров. Ну и третье. Хотя это не совсем недостаток. Все-таки помещение для уборки должно быть маломальски подготовлено. На полу не валяться всяким там подушкам. Щели, куда он может тиснуться и не выбраться, должны быть заблокированы. На полу не должно быть никаких проводов. Это даже в инструкции по эксплуатации сказано. Он может их намотать на колеса, заклинить и повредить подвеску. Или выдернуть, откуда их нельзя выдергивать. Но я все-таки не удержался. Специально набрал всяких разных кабелей. Он либо в них не влезал, умело обходя, либо опять же, с честью для него, умело выбирался. В общем, квартира должна быть минимально подготовлена. Стулья желательно поднять. Они ему, конечно, не помешают сделать уборку, он их обкатает. Но убранная площадь будет намного больше. Миски с едой для животных надо убирать, а то он будет их двигать и задвинет неизвестно куда. В остальном, ну все прекрасно. Хорошо и тщательно собирает мусор, протирает пол. С тонких ковров или покрытий собирает все лихо и хорошо. Ну и хорошо ориентируется в помещениях, не оставляя неохваченных областей. Давайте теперь пробежимся по комплектации и управлению. Сам робот-пылесос, зарядная станция, блок питания, приспособление для влажной уборки, щетка для чистки валика, там внутри вам потом покажу, и комплект из двух инструкций. Первая краткая, чтобы его там включить, запустить. Вторая более подробная. Как я сказал, есть на русском языке. Вот 109-я страница, значит смотрим 109-ю. Все, вот пошла инструкция на русском языке. Пылесос устроен довольно просто. Поднимаем крышку, здесь у него контейнер. Верхний для воды. Порядка 200 мл здесь. А этот у нас для мусора. Кнопка для принудительной отправки на зарядку. Кнопка включения-выключения. Спереди у нас инфракрасный датчик. Также у него есть датчики снизу инфракрасные. Скорее всего, можно бросать на диван, и он будет диван прибирать. Щетки для чистки, которые заметают мусор под турбощетку. Турбощетка снимается. И вот видите, еще в комплекте идет специальное приспособление для чистки. Когда здесь будет грязь, мы очищаем. Плюс здесь есть специальный зацеп с таким небольшим там резцом каким-то, чтобы очистить сами щеточки. Турбощетку, наоборот, не поставите. Видите, здесь есть для валикового углубления, здесь есть у него специальный такой четырехгранник. Вставляем, и щетка у нас четко ложится там, где она должна быть. Поворотное колесо, основные колеса. Потом, смотрите, независимая подвеска у него. Когда происходит влажная уборка, вставляем вот это приспособление для влажной уборки. Там через капилляры попадает вода и увлажняет фибру. При помощи видеомонтажа мы уже можем посмотреть обслуживание после уборки. Контейнер вытряхиваем. Тщательно чистим фильтра и трубощетку. Отправляем робота на зарядку и занимаемся моющей частью. Снимаем фибру, выполаскиваем и вешаем сушить. Теперь как управлять роботом-пылесосом? Скачиваем и устанавливаем приложение Mi Home. Добавляем наш робот-пылесос в приложение. Как это сделать, подробно написано в бумажной инструкции, которая идет в комплекте с роботом-пылесосом. Зарядная станция у нас уже подключена. Очень важно, слева и справа от зарядки должно быть свободное место по полметра, спереди 1,5 метра. Перед первым запуском робот-пылесос отправляем на зарядку. Можно обойтись и без приложения смартфона. Просто жмем кнопку, и он отправляется на уборку. После уборки вернется самостоятельно на зарядку. Обратили внимание, что робот-пылесос разговаривает человечьим голосом? Или если вам надо прервать уборку, то жмем другую кнопку прямо на ходу.
и он уйдет на зарядную станцию. Управление двумя кнопками. Еще у него есть одна фича. Если вдруг не хватит заряда аккумулятора для полной уборки, то он поедет на зарядку, зарядится и вернется продолжить уборку с того же самого места. Но без приложения вы не сможете посмотреть статистику. Сколько он времени потратил на уборку, сколько квадратных метров убрал, заряд аккумулятора. Насчет электричества. Давайте немного отвлечемся и посчитаем, сколько тратится электричество. На уборку посажено около 30% аккумулятора. На его зарядку ушло 24 Вт. Делая уборку обычным пылесосом, потрачено 400 Вт. Сравните, 24 Вт или 400 Вт. 24 Вт это еще и с мойкой. Да, давайте еще прикинем, сколько воды потрачено было бы моя пол шваброй. Обычно уходит 3 ведра, чтобы нормально прополоскать швабру. Это 36 литров. С робот-пылесосом ушло 200 мл. Сравните 0,2 литра или 36 литров. Ладно, плавно переходим к возможностям приложения. Старт уборки. Запуск полной уборки. Можно приостановить Приостановка уборки. и отправить его обратно заряжаться. Возвращение на док-станцию для зарядки. Пока он возвращается, давайте посмотрим другие функции. Плановая уборка. Можете здесь составить график, во сколько он начинает уборку. Там повторы ее дни. Участок чистки пылесоса. К сожалению, робот карту в памяти не сохраняет. То есть нету плана квартиры, вы не можете отметить отдельные участки, где он может прибирать или наоборот не прибирать. Но есть функция локальной уборки. Это метр на метр вокруг себя он набирает. Запускаем. Запуск полной уборки. И он обкатает где-то метр вокруг себя. Ладно, поставим пока на паузу. И в этом же меню можно им управлять как джойстиком. То есть вот поворот. Задаем им направление. И отправляем вперед его. Таким образом можете его направлять на уборку в определенные места. Далее режим не беспокоить. Можете выставить время любое, которое вас устраивает, чтобы он не включался. Ну или мало ли он там прибирался и поехал на дозарядку, а уже поздно и вам не надо, чтобы он продолжал уборку. Голосовые настройки. Громкость, насколько будет робот-пылесос громко говорить. Громкость успешно отрегулирована. Дополнительные языки. Статистика расходных материалов, сколько еще вам они прослужат и надо ли их заменять. У Xiaomi, кстати, расходные материалы довольно унифицированы и подходят многим моделям роботов. Найти местонахождение робота-пылесоса с функцией влажной уборки. Ну да, роботы китайские, у него может там прошивка китайских партизан, где-нибудь заныкается, и вот можно его будет найти, чтобы он откликнулся. Я здесь. Да, мы видим. Чистка пылесоса вдоль краев. При обычной уборке он делает уборку общей площади и потом проходит вдоль плинтусов. Но если вам нужно только вдоль плинтусов, можете сделать отметку. И тогда он сделает уборку только вдоль плинтусов и мебели. Ну, остальные функции: проверка наличия обновлений, обратная связь, там ничего интересного. Как я об этом мечтал. Когда ты можешь уделить время более полезному занятию. Фантастика. Ты лежишь на диване, а уборка в квартире делается сама собой. А еще я всегда представлял себе это. Слушай, а ты не офигел на диване валяться? Лучше б полы помыл. Любимая, глаза разуй. Ну, прости. В общем, выбирайте. Или так, или так. Где найти робот-пылесос Xiaomi Mi G1 на AliExpress? Ссылку оставлю в описании под видео. И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.